Что, шеф, не спишь? Пивом запахло. Друзья, вы знаете, как я люблю токарное искусство и что стараюсь сделать эту тему как можно более популярной, причем не только у нас в стране, а и по всему миру. Для этого я постоянно повышаю качество своих видео. Но кроме меня есть огромное количество отличных мастеров по всему миру. Незнание их языка, конечно же, затрудняет понимание происходящего на экране. Но чтобы получать новый опыт, что-то для себя подчеркивать, новые знания, я смотрю очень многих. И у нас есть прекрасная возможность обойти этот языковой барьер, скачав и установив Яндекс.Браузер. И можно будет смотреть ролики на английском, немецком, французском, итальянском языках. Причем нейросеть делает закадровую русскоязычную озвучку сразу поверх видео, но при этом слышно и самого автора. Я даже попробовал перевести свой англоязычный ролик. The bolt will have left and right threads. Резак должен быть установлен под углом 90 градусов к стержню. Я делаю это по шаблону. Я сделаю канавку для выхода резака. Отлично. Я установил обороты на самые низкие. Я снижаю частоту тока до 7 Гц. Теперь веретено вращается очень медленно. Всем рекомендую попробовать Яндекс.Браузер с голосовым переводом видео, например, на YouTube. Пользуйтесь новейшими технологиями, расширяйте свои знания, перед нами открыт целый мир. Ссылка на браузер в описании под видео. Сегодня я доделываю плавильню. Как вы видите, я немножко облагородил корпус, очистил его от всех загрязнений. Так он выглядит гораздо лучше и разрезал на две части, на две половины. Сейчас нужно будет изготовить петли каким-то образом. Это будет играть роль крышки. Но, наверное, первым делом я займусь внедрением вовнутрь теплоизоляционного корпуса из шамотно-волокнистых плит. Ну и также у нас облицовочка из шамотного кирпича. Защитная. Прикину, что получается. Опа! Отлично. Теперь, чтобы надежно закрепить внутри корпуса, я пустоты сбоку засыплю пылью шамотно-волокнистой. У меня куча обрезков, куча обломков. Все хорошенько утрамбую, и потом только вот эту верхнюю часть, промежуток, я залью гипсом. Делаю таким образом, то есть максимальное количество объема я засыпал просто крошкой, пылью, для того, чтобы как можно меньше влаги сюда попало, чтобы как можно быстрее высохло вот этот слой. И плюс плавильня останется ремонтно пригодной. То есть гораздо проще будет просто выдолбить вот этот слой, если надо вытащить, что-то починить. Все, оставляю высыхать до завтра, подровняю. И потом займусь крышкой.
Друзья, смотрите, как аккуратно получается. Все высохло, я уже даже подровнял. Также вырезал дно, вставил. И облицовочку вставил. Осталось верхнее кольцо немножко укоротить. Сейчас по плану просверлить отверстие. Можно будет запустить и начать немножко даже сушить, прогревать. Место под установку горелки готово. Вставил кусок нержавеющей трубы. А внутри стенки защитил, а аккуратно замазал мертелем. Наверху также все готово. Облицовочку я полностью уже установил. Отверстие внутри попытался сделать так же, как можно более аккуратным. На данный момент плавильня уже довольно-таки увесистая. Килограмм 15. Это еще при том, что шамотно-волокнистые плиты практически ничего не весят. И представьте, если бы я весь объем заливал гипсом. Ну, я считаю, получилось очень удачно. Мне остается пару небольших шагов до окончания. Сейчас токарка, изготавливаю петли. Потом нужно будет их варить сюда. Теплоизоляция из шамотно-волокнистых плит в крышку. И пробуем. Вчера успел доделать крышку плавильни. Внутри вот такой вот слой теплоизоляции шамотно-волокнистой плиты. Вырезал с цельного куска. Ну и по той же технологии вокруг засыпал пустоты. И вот, наверное, вот такую часть залил гипсом. Ну а сверху это мертель защитный. Сушится. Петля готова, выполнена также из нержавеющей стали. Изначально я планировал сделать немножко по-другому, но так как нету друга уже пару дней и нету его тик-сварки, а без него я приварить не смогу, решил сделать немножко по-другому. Петля будет на резьбовом соединении, будет несколько отверстий и прикреплю к корпусу изнутри. Сейчас все увидите. Изначально у меня были попытки просверлить петлю на сверлильном, но эта нержавейка сверлится очень тяжело, и для того, чтобы отверстия получились качественные, строго по центру, соосно, я соорудил вот такую оснасточку по-быстрому. Ну что, получилось или нет, я еще не пробовал. Давайте вместе. Оп. Все получилось. Отлично. Еще эффект в том состоит этой петли, что при открытии крышка немножко приподнимается. Буквально на миллиметр. Потому что шаг резьбы 2 миллиметра здесь. Я нарезал резьбу. Не, ну здорово. Чтобы крышка плотно прилегала, установил вот такой замочек. Не хватило мне немножко нержавеющего крепежа. В ближайшее время заеду, куплю и заменю все, естественно. И осталось только вставить на свое место нержавеющую горелку. Долго же она ждала этого.
Наконец-таки все готово, проделано очень много работы. Я старался сделать как можно более аккуратно. Надеюсь, вы оцените. Мне уже не терпится проверить. Пойдемте запускать. Ух! Сколько ж весят такие, если гипсом ее залить. У меня все подключено и готово к запуску. Исторический момент. О! И начинаю потихонечку добавлять воздух. Открываю заслонку. Давайте попробуем закрыть крышку и попробуем прогреть. Голубой огонек на канале. Прошло примерно 5 минут. Попробую открыть. Интересно, насколько прогрелось. О! Посмотрите, какой жар внутри. Приостановлю эксперимент. Нужно прогревать потихонечку. Ну, прогрелось. Ох, какой жар. Жесть. Ну, хочется что-то попробовать расплавить. Правда, у меня нету тигля. Маленький есть с прошлых пор. Итак, друзья, насколько я вижу, все прекрасно работает. Ах, какой жар. Вот у меня маленький нержавеющий тигель. Набросал туда меди, неудавшаяся токарка. Сейчас попробуем ее расплавить. Надеюсь, будет удачно. Насколько я вижу через смотровое окно, так трудно камерой поймать мне фокус. Медь расплавилась. Сейчас открою, покажу. Есть, друзья! Но это самое главное. Если медь здесь плавится... О, трубка уходит на глазах туда. Трубка латунная. Видно, как цинк белый выгорает. Но это победа! Еще один проект закончен, доделал я плавильню. Ребят, подскажите, пожалуйста, из чего мне лучше сделать тигель? Я хочу его сделать побольше. Может быть, мне выточить из нержавеечки его, может быть, из железа. Ну, жду вас в комментариях. В следующих сериях займемся как раз-таки продолжением, изготовлением тигля и будем уже плавить, творить. Я очень доволен. Класс, кайф. Все получилось. Увидимся.